Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я хочу с вами рассмотреть свидетельства людей, которые побывали в раю и вернулись обратно. То есть в предыдущих видео мы рассматривали устройство Земли и устройство ада и рая. И показали даже тех людей, которые ходили в ад и возвращались. Ну а сегодня я хочу показать тех, кто попали в рай и вернулись. Зачем это нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы понять настоящее устройство нашей Земли. А во-вторых, чтобы понять, что рай это не просто какое-то мифическое место, где души живут и обитают или перераспределяются, но и место там, где живут люди в обычной оболочке. То есть это как бы место тоже двойного назначения. Там есть и духовные, и душевные сущности. И как раз физические сущности живут именно в этом месте. Сейчас важная информация от Романа Карабанова, директора компании Синтезтех. Это Роман, Синтезит. Я хотел бы с вами кое-чем поделиться. Мы давно заметили, что у нас множество отзывов людей, сообщивших об улучшении когнитивных способностей, таких как память, скорость мышления и внимание. Некоторые отзывы очень впечатлили нас. Следующая — ясность ума. Да? Ну, такая вот концентрация такая усилилась. Как начал принимать синтезит, заметил, что эти 5-6 часов теперь вполне хватает для того, чтобы я нормально высыпался. А у меня выросла концентрация внимания. Очень легко воспринимается информация, переваривается информация легко. Мне это очень понравилось, и голова ясная, я соображаю. Улучшение работоспособности, ясность ума. Еще в 2019 году мы проводили на мышах эксперимент по анализу их когнитивных способностей с помощью лабиринта. И получили тогда впечатляющий результат. У мышей на 30% снизилось время прохождения лабиринта по сравнению с контрольной группой. Это серьезная разница, с учетом того, что лабораторные мыши являются близнецами друг другу и не подвержены эффекту плацебо. Это впечатляющие данные, и в связи с этим мы готовим нечто очень интересное уже с участием людей. И вы в ближайшее время об этом узнаете. А пока можете проверить себя с помощью простого теста, он будет в ссылке под видео. Принимайте синтезит, проверяйте свои когнитивные способности. Кстати, успейте воспользоваться скидкой 40% по промокоду ТЕСТ. У рая есть много названий, одно из них это Элизиум, или место, где текут молочные реки и существуют кисельные берега, еще Парадиз, Элизий, обитель блаженных, обетованная земля, райские кущи, земной рай, Эдем, Ирисат, рай или Елисейская поля. Хоть названия и разные, но принципы все одинаковые. То есть там действительно вечное лето, вечно зеленое. И пребывают души, которые достигли максимальных высот в своем развитии в явном мире. Соответственно, и те пребывают, кто управляет нашим миром, кто смотрит за тем, как он правильно развивается или нет. В том числе, соответственно, в прошлом имелась и прямая связь с теми, кто живет под землей, то есть в раю. Так, в древнеегипетских папирусах говорится, что фараоны Египта общались с подземным миром, к которому можно было получить доступ через секретные туннели, скрытые под пирамидами. Вавилонский герой Гильгамеш посетил своего предка в недрах земли. Буддисты верят, что миллионы людей живут в Агарте, подземном раю, который управляется царем мира. Леонард Эйлер, гений 18 века, пришел к выводу, что Земля пола имеет центральное Солнце и была заселена. Эдмунд Галле, первооткрыватель кометы Галлеи, по совместительству королевский астроном Англии, тоже считал, что Земля полая внутри с 3 ярусами. Один из этих ярусов как раз рай, где живут как раз гиганты. Но самым интересным человеком, который побывал в раю, был, конечно, Эней. Во-первых, это легенда, связанная с падением Трои, основанием Рима, соответственно, как он туда попал. Соответственно, для того, чтобы понять, куда ему идти, куда вести остатки своего народа, он вынужден был пройти через ад и попасть в рай, а там уже посоветоваться с душой своего умершего отца. Вот читаем, как это там описано. Там налево, объяснила она, правит безжалостный Радаман, другой сын Европы, наказывающий грешников за их злодеяния. Правая же дорога ведет к Елисейским полям. То есть вот они спустились в ад с его проводницей, и вот она ему рассказывает, где и куда. И заметьте, правое это, тоже у славян, это правь, правое дело. Если ты делаешь правое дело, то ты попадешь в правильном направлении в правь или в рай.
Там, как они воочию убедились, не могли не вызывать восхищения ни поросшие шелковой травой зеленые луга, и очаровательные рощи, ни великолепный свежий воздух и ласковое солнышко. Интересно, спускались под землю, а видят ласковое солнышко. А какое внутреннее солнышко нашей земли? Это была действительно обитель мира, спокойствия, блаженства. Здесь находились души великих и добросердечных людей, героев, поэтов, жрецов, и всех тех, имена которых сохранились в человеческой памяти, потому что они помогали ближнему. Ну, среди них Эней встречает и Анхиза, своего отца, и Анхиз проводит Энея к Лете, реке забвения, воды из которой должен непременно испить души тех, кто признан снова жить в верхнем мире. Зачем это нужно? Именно для того, чтобы человек жил свою жизнью и не вспоминал прошлое. То есть душа помнит все воплощения, просто мозг это не помнит в этом воплощении. То есть душа накапливает разные воплощения, разный опыт, и всех их она помнит. Только человек, когда хочет вернуться в явный мир, чтобы не жить прошлыми жизнями, он должен забыть на время, именно на уровне мозга, что он делал в прошлых жизнях, чтобы жить этой жизнью, получать новый опыт. Потом вот идет рассказ, что потом он показал Энею души тех, кто в будущем станет их потомками, его и самого Энея. То есть эти души распределяются как раз из рая. Это были великолепные люди. Почему они находятся в раю, как бы и в будущем они будут потомками Энея. Будущие римляне, властители мира. Анхиз называл их одного за другим и повествовал об их будущих деяниях. То есть опять же рай знает, какое будущее ждет. И он тоже рассказывал, что же все-таки суждено ему и их потомкам. Люди их не забудут никогда. Перед прощанием он дал сыну совет, каким образом ему и троянцам лучше всего устроить жизнь в Италии, и как избегать предстоящих им бедствий или справляться с ними. Наконец они попрощались, но сдержанно, зная, что их разлука лишь временна. После этого Эней с Севилой обратились в обратный путь, а Эней вернулся к кораблям. На следующий день троянцы отплыли в поисках обещанной им новой родины. То есть, опять же, даже душа, опять же, того же Анхиза, она говорит, что да, душа вернется, получит новое тело и будет жить, опять же, среди своих родственников. То есть, как бы, ну, может, это была одна придумка одного человека, но существует тоже очень мощное произведение, тот же Данте, Божественная комедия. Опять же, Италия, написано уже в XIV веке, и ничего не меняется. То есть, почему? Потому что тот же Данте, он спускается под землю, попадает в ад, проходит чистилище, и только тогда достигает рая. И опять же, не просто рай, а именно 9 небесных сфер. То есть, где-то живут гиганты, где-то живут души, где-то души перераспределяют, а где-то живут вообще существа на солнце, которые управляют всей этой системой. Но, может, тоже нам это показалось, но колыбелью христианства в том числе является тот же Рим. И опять же, что мы видим? Есть земля, есть преисподняя, а есть рай. И, то есть они следуют одно за другой, это разные круги земли, как бы разные места, где живут определенные сущности, обитают определенные души. Понятно, что преисподние души, которые натворили грехов, они там их искупают, пытаются очиститься. А в раю именно идет перераспределение душ, которые достигли высоких высот именно в помощи себе, своему роду, своим родственникам, то есть достигли высоких духовных, скажем так, высот. И, соответственно, вроде бы как бы проходят года, тысячелетия, а принципы понимания того, как устроена Земля, одинаковые. То есть мы опять видим устройство пола Земли. И опять видим преисподнюю. Сначала у нас земной мир, преисподняя, а потом рай. Хоть уже в более упрощенном виде, но опять же там остается представление, что там существует в раю это райский сад, яблочки, вечное лето. Зачем я это говорю? Для того, чтобы вспомнить, что подвиг Геракла, который спустился и вернулся из рая, это добыча как раз бессмертия, то есть этих яблочек. Он их добыл в саде Гесперид, где добыл молодильные яблоки и, соответственно, вернулся назад. Добыл он с помощью Атланта, а чтобы попасть в подземный этот мир, он советовался со старцем Нереем, а это житель подводного мира, который, как же, вода у нас вся связана, в том числе она связана, и им лучше знать пути в рай. И, соответственно, он ему рассказал, как попасть в рай, он через Кавказские горы, тот же Геракл спускался в рай, добывал молодильные яблочки. Вот, может, почему это запретный плод, потому что он дает бессмертие. Ну, раз бессмертие в физическом мире как бы не совсем разрешено в наше время, значит, он запретный. Так что, соответственно, эта сказка переносится, тоже прекрасно обсуждается в русских народных сказках.
где Иван-Царевич, опять же, отправляется непонятно куда, но он отправляется за молодильными яблоками и живой водой. Куда он отправляется? Конечно, в подземный мир или в рай. Самое интересное, давайте почитаем, как он отправляется. То есть он сначала приходит к бабе Яге, она его готовит, дает ему какого-то коня, и он на нем едет. Но после того, как он начинает ехать, он говорит: ой, стой, перчатку обронил. А конь отвечает: в кою пору ты говорил, я уже 200 верст проскакал. 200 верст для коня современного, но это просто нереально. А здесь же речь идет фактически, может, какие-то секунды, минуты, то есть очень малое время, и очень большие расстояния преодолеваются. То есть совершенно верно, это какой-то летательный аппарат ему даден был просто. Ну, опять же, зачем? Потому что, да, большие расстояния, нужно их преодолевать быстро. Вот ему баба Яга дала какого-то особенного коня, подготовила к этому полету, поездки, чтобы он добыл молодильных яблоков и живой воды. А есть еще свидетельства, что люди попадали там и видели все, что здесь описывается. Да, есть живые свидетельства. То есть, согласно свидетельству новгородского архиепископа Василия Калики, рай видели новгородцы во главе с Моиславом, шедшие на 3 ладьях. Буря занесла их к острову, где на высокой горе виднелся какой-то нерукотворный мир. Из-за горы слышалось чудное пение, и небо там смыкалось с землей. Архиепископ со слов мореплавателей записал, что место это как бы какое-то высокое, всяческие сады там насажены, и, соответственно, эти сады не подвержены тлену. То есть если даже что-то падает на землю, оно не гниет, а продолжает лежать в таком же состоянии. То есть плюс там же они находят, что говорят, есть какая-то река, а из нее исходят еще 4 реки и разделяются. То есть это совершенно то, что мы слышали много раз, там, где из одного источника идут 4 животворных реки. То есть, ну и, соответственно, те, кто там живут, едят райские плоды и не стареют. То есть, опять же, молодильные яблочки, вечное лето, живая вода. Почему нам эти 4 реки мы вспоминаем? Потому что, вот тоже продолжая свидетельство, там райские окрестности тоже удивляли. Невдалеке от них бьют источники бессмертия и живут песеглавцы. Представление об островах блаженных в традиционной русской культуре также связано с островом Буяне. Остров Буян, в принципе, как Эдем. То есть там встречаются земля и небо. Там пребывает не только загадочный Алатырь камень, но и силы небесные со святыми. То есть, ну, как бы святые люди, в том числе и гиганты. Алатырь камень в фольклоре — священный камень, всем камням отец. Или пуп земли, содержащий сакральные письмена и наделенный целебными свойствами. Алатырь охраняет мудрая змея Гарафена и птица Гагана. То есть, вот это изображение пупа земли в одном из греческих храмов. Опять же, мы видим один источник и 4 реки. Ну, в принципе, то, что мы до этого видели. Но самое интересное, это повторяется в рассказе «Дымный бог». В этом саду выходит из-под земли величественный источник вод, откуда берут начало 4 реки. Это место, известное жителям как пуп земли или начало колыбель рода человеческого. Дымный бог. Что это за рассказ «Дымный бог»? Одно из знаменитых фантастических произведений. Фантастических или нет, вопрос открыт. Оно считается как бы фантастическим. Выход его 1908 год. Считается, написал американский предприниматель Уиллиса Эмерсон. Ну, считается фантастическим, но он написал или описал просто то, что знал о тайных обществах, это вопрос открыт. Книжка «Закопченный бог», в которой рассказывается о загадочном приключении норвежца Олафа Янсена и его отца. В 1829 году они поплыли на север и ухнули в дыру около Северного полюса. В итоге путешественники оказались в неведомом мире, где обитала высокоразвитая цивилизация. Подземные жители общались между собой бессловесно, то есть телепатически, и перемещались с огромной скоростью в дискообразных летательных аппаратах, летающих тарелках. Там было и свое солнце, расположенное в центре Земли. То есть не тот ли это источник летающих тарелок, который мы видим и не знаем, откуда они взялись. Ну, плюс они описывают, что там жили гиганты 3,6 метров в высоту. Они все носили полные бороды, у них были умеренные красивые лица, чрезвычайно светлые, с румяным цветом лица. Женщины в среднем от 3 до 3,3 метров ростом. Их черты были особенно правильно и усовершенствованы, в то время как их цвет лица имел самый тонкий оттенок, усиленный здоровым румянцем. Язык людей внутреннего мира очень похож на санскрит. То есть, можно, конечно, считать это произведение фантастика, но а кто вам сказал, что это не происходило в реальности? Кто что вам сказал, что предприниматель вдруг начал писать фантастику? Или он просто описал то, что узнал, например, от тайных обществ, или просто кто-то рассказывал эти рассказы. Почему я это утверждаю?
Ну ладно там, его можно считать за фантаста. А куда девают легенды племени Макуси? То есть это одно из племен, которые жили в Южной Америке. Вполне возможно, и сейчас они существуют. Их устные легенды, записали и говорят о том, что до 1907 года Макуси входили в какую-то пещеру и путешествовали под землей от 13 до 15 дней, пока не добирались до внутреннего мира. Именно там, на другом конце света, во внутренней земле, живут гиганты, существа около 3-4 метров в высоту. То есть они рассказывали, как они туда путешествовали, что там как раз есть какая-то середина, где теряется оболочка, телесная масса, то есть как раз центр гравитации Земли, он не в центре Земли, а как раз где-то посередине между внутренней и внешней поверхностью. Ну, соответственно, когда они туда попадали, их там гиганты угощали своей провизией, где яблоки были размером с человеческую голову, виноград размером с человеческий кулак. Ну, и ели вкусную гигантскую рыбу, которую ловили гиганты. То есть, если все это посчитать, то есть как раз это получается, что толщина земной коры 450-600 километров максимум. То есть, вот за эти 13-15 дней можно преодолеть это расстояние и попасть туда. Поэтому, когда мы читаем уже «Путешествие к центру Земли» Жюля Верна, то точно это рассказ как бы фантастический, юмористический, или это пересказ тех, кто там побывал. Случайно или нет, вопрос открытый. Ну, кроме тех, кто туда спускался с нашего мира и возвращался в наш мир, существует еще легенда о тех, кто поднялся из рая и нам кое-что поведал. Да, действительно, к нам приходил царь мира, а живут гиганты долго. Это было зафиксировано в 1890 году. Он посетил тибетский монастырь и великому ламе он передал пророчество о том, что в 3 столетии, то есть в наше время, то есть он был в 19 веке, прошел 20 век, наступил 21. Вот в нашем как бы столетии, после ужасных катаклизмов, жители Агарты выйдут на поверхность Земли. Ну, тут только, конечно, возникает вопрос ужасной катаклизмы, которые, в принципе, может, уже начались и свидетелями которыми мы являемся. Может, и нет. Но свидетельства такие есть. Я еще показывал полное устройство Земли в божественное устройство планеты. Можете перейти, почитать, посмотреть, кто не видел. Все ссылки, как всегда, будут в описании под видео и в конечных заставках к видео. И помните, новая информация сразу не усваивается. Смотрите столько раз, сколько нужно. Ну и будем понимать, что действительно рай существует, туда можно и попасть, и вернуться. И, соответственно, устройство нашей Земли намного более разноплановое, чем мы знаем сегодня. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.